Жизнь людей с инвалидностью во многом зависит от множества факторов, от развитости общества и инфраструктуры до наличия качественной медицинской помощи, социальной поддержки и эффективного законодательства. К сожалению, во многих странах мира условия для жизни и полноценного участия в общественной жизни инвалидов остаются крайне неудовлетворительными. Особенно это касается стран с низким уровнем развития, продолжающимися конфликтами и глубокой бедностью. В таких государствах люди с ограниченными возможностями часто сталкиваются с тяжелыми проблемами, начиная от физической недоступности жизненного пространства и заканчивая отсутствием социальной и экономической поддержки. Вот это же тут. Я Ваня, и я не овощ. В этом видео мы рассмотрим топ-5 стран, признанных худшими для жизни инвалидов. При составлении рейтинга мы опирались на такие критерии, как доступность городской и социальной инфраструктуры, качество медицинского обслуживания, уровень социальной защиты, права инвалидов, а также отношение общества и власти к проблемам этой уязвимой категории населения. Если ты первый раз на канале, то быстренько расскажу. У меня ДЦП. На этом канале я рассказываю многое, что связано с инвалидностью. Если хочешь поддержать меня и мою команду, оформи, пожалуйста, подписку на Boosty или Patreon, если у тебя зарубежная карта, или сделай единоразовое пожертвование, все ссылки в описании. Если не можешь поддержать нас финансово, то просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий, это тоже очень важно. Номер 1. Афганистан. Афганистан – страна, которая долгое время находится в состоянии вооруженных конфликтов, политической нестабильности и экономического кризиса. Все это крайне негативно сказывается на жизни граждан, особенно на тех, кто имеет инвалидность. В стране практически отсутствует адаптированная инфраструктура. В городе очень мало пандусов, специализированных подъемников, общественного транспорта, доступного для людей с ограниченной мобильностью. Даже базовые вещи, такие как удобный доступ к медицинским учреждениям или образовательным заведениям, зачастую недоступны для инвалидов. Улицы и тротуары часто находятся в разрушенном состоянии, что создает дополнительные препятствия. Медицинская система в Афганистане серьезно пострадала из-за продолжающихся конфликтов. Большая часть населения живет в сельской местности, где почти нет медицинских учреждений, способных оказать квалифицированную помощь или провести реабилитацию инвалидов. Специализированные центры и программы реабилитации либо отсутствуют, либо доступны лишь в нескольких крупных городах, куда многие просто не могут добраться. Государственная система социальной защиты практически не функционирует. Отсутствуют национальные программы поддержки инвалидов, а те, что заявлены, не реализуются из-за дефицита финансирования и коррупции. Законодательство в области прав инвалидов есть в виде определенных нормативных актов, но их исполнение зачастую формальное и неэффективное. Культура и традиции нередко ведут к стигматизации инвалидов. В обществе распространено мнение, что инвалидность – это личная трагедия или даже наказание, что усугубляет социальную изоляцию таких людей. Многие семьи скрывают инвалидов, не позволяя им полноценно участвовать в жизни сообщества. Таким образом, Афганистан можно назвать одной из худших стран для жизни инвалидов. Отсутствие инфраструктуры, адекватной медицинской помощи и социальной поддержки делает жизнь этих людей крайне тяжелой. Номер 2. Чад. Чад – одна из беднейших стран мира, где уровень жизни всего населения, а особенно людей с инвалидностью, находится на катастрофически низком уровне. В городах и деревнях Чада практически нет условий для удобного передвижения инвалидов. Отсутствие пандусов, специальных туалетов, лифтов и транспорта создает практически непреодолимые барьеры для инвалидов, особенно тех, кто передвигается на колясках. Здравоохранение в Чаде чрезвычайно ограничено, и многие медицинские учреждения не оснащены необходимым оборудованием. Реабилитационные услуги отсутствуют как класс. Большинство инвалидов получают помощь лишь от международных гуманитарных организаций, но их охват минимален. Образование для детей с инвалидностью практически недоступно, так как государство не имеет ресурсов для создания специальных школ и программ интеграции. Трудоустройство инвалидов – редкость, поскольку отсутствуют программы по адаптации и обучению. В Чаде сильны предрассудки и стигмы, связанные с инвалидностью. В некоторых регионах инвалидов воспринимают как проклятие или признак несчастья,
что приводит к социальной изоляции и дискриминации. Чад входит в число худших стран для инвалидов из-за комплексного отсутствия инфраструктуры, медицинской помощи и социальной поддержки, а также из-за культурных факторов, усугубляющих их положение. Номер 3. Йемен. Йемен находится в глубоком гуманитарном кризисе из-за затяжной войны и экономического коллапса. Люди с инвалидностью здесь особенно уязвимы. Из-за разрушений, вызванных войной, почти вся инфраструктура разрушена или сильно повреждена. Специальных приспособлений для инвалидов практически нет, что делает передвижение по городу или доступ к учреждениям невозможным. Война уничтожила множество больниц, а оставшиеся работают в тяжелых условиях без необходимых медикаментов и оборудования. Реабилитационные услуги отсутствуют, что особенно тяжело сказывается на людях с травмами и хроническими заболеваниями. Государственные социальные программы прекратили существование или не функционируют из-за отсутствия финансирования. Большинство инвалидов зависит от помощи гуманитарных организаций, которая покрывает лишь малую часть нужд. Война закрыла многие школы, а программы для детей с инвалидностью отсутствуют. Трудоустройство невозможно из-за экономической ситуации и дискриминации. В условиях кризиса инвалидность зачастую игнорируется или воспринимается как второстепенная проблема. Люди с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией и отчуждением. Йемен – страна, где война и бедность привели к катастрофическим условиям для жизни инвалидов. Номер 4. Сомали. Сомали – еще одна страна с длительным конфликтом и слабым государственным управлением, что очень негативно влияет на жизнь инвалидов. Практически отсутствует адаптированная инфраструктура, и люди с инвалидностью физически не могут полноценно пользоваться городским пространством. Нет доступного транспорта и специализированных учреждений. Система здравоохранения развалена. Медицинские центры работают с перебоями и без необходимого оборудования. Реабилитация инвалидов почти невозможна. Дети-инвалиды не получают образования, а взрослые – возможности для трудоустройства. Нет программ социальной адаптации, государственных программ поддержки нет, а международная помощь распространяется лишь на небольшой круг нуждающихся. Общественное мнение часто негативно влияет на интеграцию инвалидов. Сомали – страна с одним из самых тяжелых условий для инвалидов, где они сталкиваются с изоляцией, бедностью и отсутствием помощи. Номер 5. Гаити. Гаити – одна из беднейших стран западного полушария, регулярно подвергающаяся стихийным бедствиям, что усугубляет условия жизни людей с инвалидностью. Большая часть населенных пунктов, особенно сельских, не оборудована для удобства инвалидов. Транспорт и общественные учреждения недоступны. Медицинская система пережила разрушительные землетрясения и ураганы, что значительно ухудшило качество и доступность помощи. Государство не располагает достаточными ресурсами для поддержки инвалидов. Программы либо отсутствуют, либо крайне слабо развиты. Многие дети-инвалиды не имеют доступа к школе. Взрослые лишены возможности работать и получать доход. Инвалиды часто воспринимаются как уязвимые и беспомощные, что усугубляет их социальное исключение. Гаити – страна, где природные катастрофы и бедность делают жизнь инвалидов крайне сложной и нестабильной. Страны в нашем топе объединяют общие проблемы: отсутствие доступной инфраструктуры, низкое качество медицинских услуг, отсутствие или слабая социальная защита, а также негативное отношение общества. Для улучшения ситуации необходимо развивать инфраструктуру, обеспечивая доступ к зданиям, транспорту и общественным услугам, улучшать медицинскую помощь и реабилитацию инвалидов, финансировать соответствующие программы, создавать социальные программы поддержки, включая финансовую помощь, образование и профессиональное обучение, менять общественное восприятие, борясь со стигматизацией и дискриминацией инвалидов через просветительские кампании, вовлекать международные организации для оказания помощи и обмена опытом. Международное сообщество и национальные правительства должны совместно работать над тем, чтобы обеспечить людям с инвалидностью достойные условия жизни и равные права, независимо от страны проживания. До связи.